Яично-картофельное суфле на пару. Как вы относитесь к еде на пару? Я совершенно абсолютно положительно и готовлю на пару очень много всяческих разных блюд. И сегодня мы приготовим картофельное яичное суфле. Картофель нам потребуется 190 грамм. Нарезаем кусками среднего размера. Ну, соответственно, чем мельче нарежьте, тем быстрее картофель и проварится. Заливаем картофель водой, так чтобы вода покрывала все имеющееся у нас количество картофеля. И затем добавляем соль, 1 кофейная ложка. И все, что нам нужно, это отварить картофель. За это время подготовим овощи, а потребуется нам немного. Морковь в объеме 30 грамм и зеленый лук, также 30 грамм. Морковь мы должны нарезать маленькими кубиками. Вы делаете это удобным вам способом. Я сначала нарезаю тонкой соломкой, а потом измельчаю в кубики. Вообще, в принципе, если вы не против совсем уж мелко перемолотого, то можете и в блендере это перемолоть. И зеленый лук мы нарезаем мелко, то есть тонкими кольцами. Далее 4 яйца мы с вами разбиваем в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. Взмешайте яйца, не взбейте, а просто перемешайте. Я делаю это венчиком, можете сделать это любым удобным прибором. Также нам нужно процедить яйца через сито. Это мы делаем для того, чтобы получить более легкую, более мягкую текстуру суфле. Картофель, когда он сварился, как проверить, можно просто проткнуть его вилкой или азиатской палочкой для еды. Легко протыкается, все сварился. Сливаем воду и должны мы размять отваренный картофель в пюре. Я делаю это вот таким вот образом, деревянной толкушкой. Нам потребуется стеклянный контейнер для СВЧ, то есть тот, который выдерживает высокие температуры. Закладываем в контейнер отваренный размятый картофель, немного его распределяем по дну контейнера и затем заливаем процеженные яйца. После этого мы добавим некоторые специи. Мирин, рисовое вино 1 столовая ложка, если нет, то просто пропустите. Затем сахар в объеме 1 кофейной ложки и также соль 1 кофейная ложка. Также добавляем немного черного молотого перца по вкусу, если не хотите, просто пропустите. Затем закладываем подготовленные нарезанные овощи, морковь и зеленый лук. Все это мы перемешиваем. Перемешав, добавляем воду в объеме 100 мл. И еще раз все перемешиваем. После этого мы нагреваем воду для пропаривания. Устанавливаем стимер, пропариватель, тот, который у нас есть. У меня в данном случае такая железная установка. И ставим контейнер в пропариватель. Пропариваем мы сначала 5 минут на сильном огне. И затем 15 минут еще пропариваем, но уже на слабом огне. Будьте аккуратны, пар горячий, так же как и контейнер и, собственно говоря, сама кастрюля. Как проверить, что суфле готово? Очень просто. Проткните азиатской палочкой для еды. Если вода на поверхность не выходит, значит все, суфле готово и можно кушать. Кстати, будет вкусно, если добавить еще немного измельченных креветок. Но это уже, так сказать, немного в экзотику. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно, и приятного аппетита!